Всем привет! Помните, совсем недавно я сшила из подобной ткани платье для себя. Вот такая хлопковая ткань в черный горох, он такой вышитый, выпуклый. И у меня оставалось совсем небольшие отрезы ткани. И я решила сделать из него такое вот детское платье. Вниз я добавила белую часть из хлопка, потому что у меня не хватило основной ткани. Сзади у меня планка с пуговицами, тоже вот из белого хлопка. И в принципе шить это платье довольно просто. Это на размер 80, и сейчас я предлагаю сшить подобное, но из другой ткани. Остатков у меня довольно много. Вот я нашла, как мне кажется, подходящий. Давайте сейчас его замерим, посмотрим, сколько же здесь этого остатка, чтобы понимать примерно расход ткани. По ширине у меня ткань 1,50 м, по высоте вот здесь у меня остался кусочек 40 сантиметров. И вот здесь, сами видите, вот такой небольшой отрез. Даже не знаю, сколько здесь. Я предлагаю шить по бурде. Вот у меня выкройка готовая. Я пересняла 92 размер. Самое главное для нас это лиф. Вот эта юбка нам не нужна. Мне нужен отрезной лиф и задняя планка. Первое, что я вырежу, это вырежу планки, потому что они должны совпадать по длине. И сейчас посмотрю, где их разложить. Для того, чтобы было проще чертить, можно использовать линейку. Переснимаем выкройку и вырезаем. Нам нужно вырезать две планки. Самое главное, не забудьте оставить припуски на швы. Я оставляю по 1 сантиметру по всему периметру. Итак, две планки готовы. Сейчас приступим к лифу. Вот на этом оставшемся участке я попытаюсь разложить сейчас заднюю половинку. Мне кажется, что должно хватить. Да, у меня все идеально совпадает. Вырезаем лиф с учетом того, что это не цельнокроенная деталь. У нас сзади будет пришита планка для пуговиц. И смотрите, если у вас не хватает одного отреза ткани на все детали, вы можете использовать несколько вариантов тканей. Далее я смотрю по остаткам, мне нужно вырезать переднюю половинку, буду выкраивать ее вот по верхней части, потому что нижнюю я оставлю вот этот на волан, и для того, чтобы этот волан просто был пышнее, поэтому переснимаю вот здесь наверху, и посмотрим, что у нас останется из ткани. Вырезаем лиф, это цельнокроенная деталь, я ее положила в сгиб ткани и вырезаю с учетом припусков. Передняя деталь готова, вот так она выглядит. Сейчас посмотрю, что остается у нас из остатков ткани. Мне нужно вырезать два волана. На нижний волан я буду использовать больше по длине ткань. И, как я уже сказала ранее, вот эту часть я сейчас вырежу. Здесь на самом деле не настолько важно, сколько это по сантиметрам. Смотрите на ваше усмотрение. Я сейчас сантиметровой лентой замеряю, чтобы ровно волан, чтобы полоска была ровной, и вырезаю ее. В итоге нижний волан у меня получился по высоте 18 сантиметров, по ширине это вся ширина ткани, то есть в моем случае это 1,50 м, может быть 1,40 м, в вашем случае здесь эти особо 10 сантиметров разницы не сыграют. Теперь займемся верхним воланом. Я беру просто этот остаток ткани, который у меня есть, подравниваю его, вырезаю. У меня получился он по высоте где-то 20 сантиметров и по ширине 115. Проверяем себя. У нас должно получиться следующие детали. Это передняя часть лифа со сгибом, задняя часть лифа 2 детали, верхний волан, нижний волан, будем их присборивать позже, и 2 планки для того, чтобы сделать застежку на пуговице. Смотрите, я себя проверяю сейчас, чтобы мне по длине все совпадало с планкой. Потом еще уйдет на припуски на швы, поэтому все здесь идеально. Сейчас вот такие вот небольшие остатки у меня остались, и из них я попытаюсь вырезать рукава фонарики, и тоже здесь буду делать примерно на глаз. Я сейчас просто подравниваю.
Вырезаю вот эту вот часть, чтобы здесь было ровно. Эту часть будем притачивать к окату рукава. Здесь вырежу, чтобы это было видно, что это две детали. Складываю пополам, и сейчас я прочерчу вот такой вот небольшой окружность. Вырезаю тоже ее, и сейчас замерю, вам скажу, сколько здесь получилось. По длине это где-то 22 сантиметра, и по высоте 7-7,5. Приступаем к шитью. Первое, что нам нужно будет сделать, это стачать плечевые и боковые швы. Я буду использовать оверлок, чтобы закрепить строчку. Если оверлока у вас нет, можно использовать зигзагообразную строчку на швейной машинке. То есть сначала прокладываете шов и потом закрепляете зигзагообразной строчкой. Итак, я проложила строчки на плечевых швах, на боковых швах. Сейчас покажу, как это выглядит. С изнаночной стороны я закрепила оверлочной строчкой. И смотрите, оверлочную строчку я заутюжила как бы назад. То есть плечевые швы назад и боковые швы на заднюю часть. Дальше приступим к нашим воланам. Я их предварительно обработала на оверлоке. Мне сейчас нужно будет также подвернуть вот так по всей окружности, проложить строчку на швейной машинке. И мы будем их вшивать тогда в наши проймы. Я их предварительно заутюжила назад, чтобы держала форму. Вы можете также наметать, если вы хотите. Прокладываю строчку самым длинным стежком, для того, чтобы можно было присобрать на окате. Займемся воланом. Вот волан, вот я проложила строчку на швейной машинке, чтобы стянуть чуть-чуть. Но для начала найдем серединку. Теперь нам надо соединить эту вот середину с плечевым швом. Складываем лицом к лицу. Немного подтягиваем для того, чтобы образовалась волна. То есть смотрите примерно, насколько подтягивать, насколько вам будет это удобнее. Примерно так это можно сделать. Тоже возьмите дополнительную нить, чтобы сметать. Примерно смотрю, чтобы это было одинаково, и теперь можно сметывать. Так будет выглядеть наш волан. Смотрите, что я сделаю. Предварительно я проложу строчку на швейной машинке по стороне волана, чтобы закрепить его. Потом я обработаю оверлочной строчкой. И нам нужно будет эту оверлочную строчку зафиксировать, потому что здесь у нас будет открытый след. Нам нужно будет еще раз проложить строчку на швейной машинке, вот так вокруг всего оката. Захватывая вот этот волан, точнее по верху оката идем. Сделаем так по всей окружности. Вот так вот выглядит платье в данный момент. Так как я и говорила, я проложила оверлочную строчку, и теперь проложила строчку по верху закрепляющую. Подогнула вот здесь оверлочную строчку вовнутрь, и здесь оверлочную строчку тоже подогнула, заходя на лиф изделия. Смотрите, вот два наших волана. Первое, что я сделала, это проложила вот такие параллельные строчки, чтобы можно было стянуть. Теперь для того, чтобы пришить волан, сейчас займемся первым к лифу, нам нужно найти середину этого волана. Вот я сложила пополам и делаю вот здесь такую вот надсечку. То же самое делаю на лифе. Вот я нашла середину лифа, делаю надсечку. Дальше у нас есть боковые швы на лифе. А мне нужно найти боковые части на волане. Я складываю еще раз пополам, оставляю здесь где-то сантиметр, потому что это припуск на шов. И вот здесь, получается, с двух сторон я сделаю такие вот тоже надсечки. Теперь перед сборкой нам соединить нужно вот эти метки между собой. То есть первая отметка у меня середина лифа и середина волана.
Дальше вот этот боковой шов и отметка с одного бока. И отметка с другого бока. Теперь нам нужно просто эту сборку присобрать. Можно начать, например, с середины переда. Я беру 2 нити одновременно и затягиваю. Затягиваю до того момента, чтобы у меня равномерно волан поместился на лифе изделия. Вот, я подтянула и потом равномерно распределяю. Так делаем по нашим 4 частям. То есть вот задняя часть, еще одна передняя часть и еще одна задняя. После того, как равномерно распределяем, я наметаю на руках, перед тем, как проложить строчку на швейной машинке. Вот так вот выглядит при собранном виде. Как сами видите, я наметала на руках. Вот с этой стороны видна строчка. И сейчас я буду прокладывать строчку на швейной машинке, потом закреплю оверлочной строчкой по всей длине. Вот так платье выглядит на данном этапе. Я проложила строчку, закрепила оверлочной и заутюжила этот припуск наверх. Конечно, предварительно убрав наметку и убрав вспомогательные строчки на швейной машинке, которые мы проложили для того, чтобы собрать волан. Перед тем, как пришивать следующий волан, нам нужно замерить планку с этими воланами, чтобы у нас все совпадало по длине. Как мы это будем делать? Я складываю платье, я беру планку, уже согнутую пополам и проутюженную, чтобы она держала форму, прикладываю к верху платья. Здесь должно совпадать, потому что здесь одинаковые припуски на швы. Внизу я буду подворачивать дважды, поэтому я откладываю вот эту длину. И мне нужно оставить 1 сантиметр на подгибку низа планки. Чуть-чуть вот так оставлю. И смотрим. Мне для того, чтобы пришить, мне нужен на верхней части 1 сантиметр. Сейчас еще раз все разложу. Мне где-то вот 1,5 сантиметра нужно отрезать. Я не буду отрезать от этой планки, потому что она у меня довольно узкая, а вот на этой у меня чуть-чуть остается длина, поэтому 1,5 сантиметра я сейчас просто обрежу. И пришиваем нижнюю планку к верхней планке точно таким же образом, как мы это сделали к лифу. То есть находим на планке середину, боковые части, прикладываем, собираем волан и прокладываем строчку на швейной машинке. Вот так выглядит платье со вторым воланом. Я тоже его отутюжила и заутюжила наверх. Теперь нам нужно будет пришить планки. Но перед тем, как мы будем пришивать планки для пуговиц, нам нужно обработать горловину и нам нужно обработать низ платья. Смотрите, горловину в этом случае я обработала, просто проложив оверлочную строчку по всей горловине и заутюжила ее 1 раз и проложила вот здесь строчку по всей окружности. В этом платье я использовала косую бейку, то есть тоже можно сделать в таком варианте. То есть перед тем, как вы пришиваете планку, мы пришиваем косую бейку, подворачиваем ее 1 раз, и потом припуски на швы тоже заворачиваем вовнутрь. И вот так аккуратно пришиваем. То есть выбирайте тот вариант, который вам больше подходит. Низ изделия я подвернула 2 раза и проложила строчку по всей длине платья. В дальнейшем нам нужно будет пришить планку. Делаем это таким образом. Припуск на шов мы оставляем, да. Прокладываем строчку на швейной машинке по всей спинке. Вот таким вот образом. Можете сначала приметать или просто заколоть булавками планку с платьем. Таким вот образом. Здесь чуть-чуть у меня длиннее получается, я потом обрежу. И вот сейчас покажу, как я уже сделала на одной из сторон. Что нам нужно сделать? Я пришила планку, потом я заутюжила шов вовнутрь и еще раз этот загиб приутюжила, чтобы все ровно совпадало. Вот так выглядит моя планка в данный момент. Здесь припуск на шов я срежу до 0,5 сантиметров. Вот здесь
вовнутрь будет отворот. И вот здесь точно так же. То сейчас задача наша — это проложить вторую строчку. Здесь, конечно, все сметается. Вторая строчка должна быть закрепляющая планка. Закрепляющая планку, чтобы она держала форму. После этого мы займемся уже пуговицами. Внизу делаем точно так же. Сделаем отворот. Вот так это будет выглядеть по лицу. И вот так по изнанке. Для того, чтобы планку не заживала, я себе прокладываю дополнительную нить наметочную, за которую я буду держать и тянуть вот этот уголок. У меня вот таких небольших 7 пуговиц. На машинке у меня автопетля. Сейчас я буду размечать на планке равномерно, где эти петли нужно будет сделать. Для разметки я использую маркер, который исчезает после того, как намочить изделие. Выбираю вариант петли и выставляю программу на швейной машинке. Перед пошивом в лапку нужно вставить саму пуговицу, чтобы определить размер. Теперь выметываем на машинке 7 петель. С помощью вспарывателя проделываем отверстия в этих петлях. Также я равномерно пришила 7 пуговиц. Наше летнее платье готово. Конечно, здесь немного придется повозиться с мелкими деталями и с застежкой на пуговицы, но я думаю, вы согласитесь со мной, что смотрится оно довольно эффектно из-за пышной юбки. И, конечно же, планка с пуговицы добавляет тоже интересные детали. Если хотите, эту планку можно заменить на молнию, тогда это упростит немного работу. Вот такие два разных платья у меня получились по одной выкройке. Надеюсь, это видео было вам полезно и вы сошьете подобное. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!